Привет, это Бородихин. Выборы в России прошли, результаты известны, но изменившиеся в предвыборном накале условия жизни остались с нами. Если коротко, интернет-цензура нормализуется как вездесущее, привычное явление. Взять, к примеру, YouTube, где мы сейчас с вами общаемся. Новости про блокировку видео команды Навального с рекомендациями умного голосования остались в прошлом, а вот ее последствия только предстоит нам всем оценить. YouTube здесь не один. Другие сервисы Google, Apple, Telegram в последний момент подчинились требованиям российских властей и начали зачищать нежелательный оппозиционный контент. Павел Дуров, не так давно воевавший с Роскомнадзором во имя тайной переписки, поспешил переложить ответственность на Apple, Google как главных игроков рынка, а вот сами они комментировать ситуацию особо не захотели. Apple вообще промолчала. Им публичного скандала с поиском запрещенного контента на айфонах хватило, больше не хотят. Глава YouTube Сьюзан Войчицки все же дала интервью, но ограничилась набором пустых фраз вроде «Свобода слова – это наша ключевая ценность, и в каждой стране мы должны учитывать много факторов, будь то законы или актуальные события». Да, мы теперь знаем, что Apple и Google прямо пригрозили посадками российских сотрудников, и те просто вынуждены были подчиниться. Но вот молчание в этой ситуации наиболее опасно. Нормально не хотеть скандала и урона для репутации, но молча участвовать в перемене правил цензурной игры, которая коснется даже не только россиян. Тут надо добавить, что YouTube на этой неделе еще и расширил свой список блокируемых политических тем. К выборам в немецкий Бундестаг подоспел запрет на контент, ставящий под сомнение исход выборов в Германии. Раньше под запретом были только все прошедшие президентские выборы в США. И что дальше, Россия? Когда я записываю эти ролики про Росгосматрицу, про проникновение реального мира в виртуальный, меня называют технопессимистом. А я просто хочу, чтобы довольная улыбка, с которой мы привыкли смотреть на новые гаджеты и сервисы, не превратилась в застывшую обязательную гримасу.